Последние пару лет компьютерное железо продвинулось достаточно далеко, чтобы 60 и больше кадров в секунду при разрешении 1080p не являлись какой-то сверхзадачей. Теперь люди пытаются покорить стабильные 60 FPS на максималках в 4К в любой игре, и свеженькой RTX 3090 это, кажется, удается. Чаще всего даже без использования DLSS. Но я скажу, что эта гонка за фреймрейтом не совсем правильна, и этим отхвачу много дизлайков. Но если вы смотрели мои предыдущие видео, то знаете, что я отдаю предпочтение 30 кадрам в секунду, а не 60 и уж тем более не больше. И сейчас я объясню, в чем тут прикол и почему качество графики важнее, чем частота кадров. Пристегивайтесь, сейчас будет интересно. Начнем вот с чего. Человеческий глаз перестает различать смену отдельных кадров уже при 24 кадрах в секунду. Именно при таком фреймрейте снимается кино. Но я не говорю, что глаз не видит больше 24 кадров. Видит и еще как. И 60 видит, и 120. Дальше разница уже не такая большая и замечают ее не все, но тем не менее. И я тоже вижу четкую разницу между 60 и 120 кадрами в секунду. Просто чтобы вы не причисляли меня к секте верующих в то, что человек не видит больше 30 кадров и использует свой мозг лишь на 10%. И иногда высокая частота кадров — это хорошо. Лично я предпочитаю видеть как можно больше кадров при взаимодействии с операционной системой, будь то на компьютере, на телефоне или на моей PS4. И да, у меня везде дисплей с частотой обновления в уже жалкие на сегодня 60 Гц, но этого уже достаточно, чтобы не жаловаться на то, что система как-то лагает и работает недостаточно плавно. При взаимодействии с интерфейсом OS высокая частота кадров дает вам почувствовать плавность анимации, и через это ощущается, что они происходят быстрее, а значит и вы можете быстрее скакать по менюшкам, переключаться между окнами и быстрее пролистывать посредственные мемы в своей ленте. Здесь все понятно. Но что не так с играми? Почему я считаю, что тут высокая кадровая частота — это зло? Ну, вообще это не всегда зло. Есть исключения в виде мультиплеера, особенно соревновательного, где время вашей реакции критически важно, и здесь уже действительно, чем больше кадров, тем лучше, здесь никаких претензий. Ну или VR, в котором низкая частота кадров может привести к укачиванию и прочим неприятностям. Но во всех остальных случаях, чтобы вы поняли меня лучше, я сначала обращусь к кино. И осторожно, сейчас будет очень много цифр и техники. Обычно фильмы снимаются в 24 кадрах в секунду. Изначально это было техническим ограничением, потому что если бы частота была выше, пленка просто не успевала бы захватывать изображение в кадре, и оно выходило бы смазанным или недоэкспонированным. Но это прижилось, и теперь 24 кадра в секунду — это такой стандарт кинематографичности. Однако главный прикол здесь не в том, что это прижилось, а в том, что это кино. Как правило, кино — это авторский вымысел, по большому счету сказка. Она не обязана ощущаться реалистично, и 24 кадра в секунду как раз помогают удержать это ощущение там, где оно должно быть. История, персонажи, визуальный язык, монтаж — все эти вещи погружают вас в мир фильма, если он хороший, конечно, но благодаря 24 кадрам вы все равно понимаете, что это фильм, и это хорошо. Помнится, мне довелось сходить в кино на вторую часть «Хоббита», а эту трилогию Питер Джексон за каким-то чертом снимал одновременно в двух форматах: традиционные 24 кадра в секунду и экспериментальные 48 кадров. А в том кинотеатре, в котором я был, не было пометки о частоте кадров, только 3D или 2D, да и я спросить не догадался. Как оказалось, я попал на фильм, снятый в 48 кадрах в секунду, и это было ужасно. «Хоббит» — это же по сути приквел к «Властелину колец», это самое что ни на есть сказка, но из-за 48 кадров в секунду она выглядела как какая-то документалка. Не было ощущения этой сказки, волшебства, высокая частота кадров делала изображение слишком плавным и реалистичным, что прямо противоречит сути фильма. И несмотря на то, что сам фильм был неплох, 48 кадров впечатление однозначно испортили. Если вы не знаете, каково это фильм с высокой кадровой частотой, то у вас есть два варианта попробовать это лично. Если у вас достаточно новый и достаточно умный телевизор, то с большой долей вероятности у него в настройках есть функция повышения плавности, которая путем интерполяции дорисовывает промежуточные кадры, и фильм, снятый в 24 кадрах в секунду, она может превратить фильм в 48, а то и 60 кадрах в секунду. Ну или же на торрентах тоже есть ребята, которые раздают фильмы уже заранее переделанные в 60 FPS. Неважно, что вы выберете, эффект будет примерно одинаковый. Но дело даже не только в самой по себе повышенной частоте кадров, но и в том, как ведут себя камеры и человеческие глаза. Прикол в том, что для придания изображению плавности одной лишь частоты кадров недостаточно. Надо, чтобы кадры как можно сильнее друг с другом сочетались, и здесь в дело вступает размытие. Если вы быстро покрутите головой в стороны, не поворачивая глаза, то увидите, что мир перед вами размывается в момент поворота. И наиболее похожий на то, что видим мы, эффект размытия достигается только при 24 или 25 кадрах в секунду.
Почему? Потому что при этой кадровой частоте обычным значением выдержки камеры является 1/48 или 1/50 секунды. Это значит, что на захват каждого кадра камера тратит 1/48 или 1/50 секунды, а все движение, которое произошло за этот отрезок времени, камера тоже захватит, и это движение на этом кадре будет выглядеть размыто. Но поскольку выдержка в 2 раза быстрее, чем частота кадров, то по сути это движение с двух кадров сливается в один, и размытие становится чуть сильнее. В некоторых случаях значения выдержки могут менять, чтобы достигнуть определенного художественного эффекта, но в общем и целом золотой стандарт это 1/48 секунды на 24 FPS. В то же время, если применить 1/48 секунды на 48 кадров, то движение, захваченное за это время, будет присутствовать в каждом отдельном кадре, а не будет размазываться из двух кадров, как в случае с традиционной кадровой частотой, и вот это уже выглядит плохо. Размытие получается неестественным для глаза, и изображение, помимо непривычной для фильма плавности, ощущается еще и чрезмерно резким. Если сделать выдержку короче, то размытие станет меньше, и движение будет ощущаться менее плавным, не говоря уже о том, что короткая выдержка чаще всего используется или как отдельный художественный прием, или для съемки слоумо, чтобы каждый кадр выглядел четче, или же ее используют телефоны при ярком освещении, потому что короткая выдержка пропускает меньше света на матрицу, и таким образом телефон может держать нормальную экспозицию без пересветов. В любом видео с телефона, снятом днем, почти полностью отсутствует размытие, и это делает движение менее плавным. А если сделать выдержку длиннее, то камера будет тратить на захват каждого кадра больше времени, чем длится сам кадр. То есть, если выставить 60 кадров в секунду и выдержку в 1/30, то каждый кадр будет захватываться в течение 33 миллисекунд, а время кадра 33 миллисекунды равняется 30 кадрам в секунду. А значит, несмотря на заданную высокую частоту кадров, из-за выдержки будет захватываться только 30 кадров в секунду, и те со слишком сильным размытием. Поэтому да, несмотря на граничащую со слайд-шоу частоту кадров в 24 штуки в секунду, именно они дают одновременно и ощущение кинематографичности, и наиболее естественно выглядящее для наших глаз движение объектов в кадре при стандартном для фильмов с этой кадровой частотой значением выдержки в 1/48 секунды. Окей, Олег, скажете вы, это все, конечно, нифига не понятно, но очень интересно, но ведь мы тут вообще собрались про игры говорить, а ты тут уже половину видео про кино затираешь, что за дела? А дела такие, что все, что я только что сказал, почти в полном объеме касается и игр. Сначала я думал, что для меня 30 кадров в секунду в играх выглядит приятнее 60, просто потому что большую часть своей жизни я и не видел 60 кадров в играх. В детстве я играл на PS2 и PSP, которые 60 кадров в своей жизни почти никогда не встречали, из моих игр все были в 30, а мои компьютеры до относительно недавнего времени были близкими родственниками калькуляторов, поэтому тянуть игры с высоким фреймрейтом они если и могли, то только если бы это был самый первый Doom или Tetris, и то не факт. И я не спорю, что эта привычка 100% сыграла свою роль, но дело не только в ней. Как я уже упомянул в начале видео, много кадров в секунду в играх это неплохо, но только когда речь идет о мультиплеере, где важно время реакции игрока. В одиночной же игре она к черту не нужна, и ровно по тем же самым причинам, что и в кино. Игры это тоже фантазия, это тоже сказка, авторский вымысел, который требует погружения. И я сейчас говорю про нормальные игры, а не симуляторы лутбоксов даже в сингле. Смотрю на тебя, FIFA. 24 кадра в секунду для игры это все же маловато, потому что тут уже может конкретно чувствоваться задержка ввода в зависимости от игры и движка, а вот 30 это еще достаточно близко к 24 кадрам визуально, но при этом уже не так медленно, чтобы игра не успевала регистрировать ввод контроллера, задержка ввода уже минимальная. И благодаря 30 феписам достигается тот же самый эффект, что у 24 кадров в кино. Размытие все еще максимально естественное для человеческого глаза, и движение ощущается более натурально, но при этом все еще есть это непередаваемое словами ощущение фантазии, а не старающегося в полное соответствие реальности куска трехмерной графики, который из-за этого же начинает выглядеть уже неестественно. И будем честны, в подавляющем большинстве сингловых игр вам не так важно время реакции, если вы только не спидранер, соответственно и высокая частота кадров тоже не в приоритете, потому что и экшон тоже происходит далеко не всегда. В играх очень много спокойных моментов, которые могут быть завязаны на исследование, решение головоломок, ну или просто на брождение в открытом мире. Когда вы занимаетесь этими вещами, у вас есть куча времени на то, чтобы хотя бы пару раз остановиться и посмотреть, оценить охренительный вид на всю карту, на который вы наткнулись. Или это могут быть кат-сцены, вся суть которых раскрывается, когда персонажи максимально детализированы, чтобы можно было правильно считать их эмоции и связаться с ними, потому что они выглядят как люди, а не как кубики из Майнкрафта. Когда свет, тени и отражения выглядят достаточно хорошо, чтобы полностью отразить замысел авторов игры, которые они вложили в ее визуальный язык. И в таких моментах 60, 120, да хоть 360 кадров в секунду никакой погоды не сделают. Наоборот, они сделают только хуже. Потому что не у всех есть топовые компы, которые могут тянуть максимальные настройки при высоком фреймрейте во всех играх, и это всегда компромисс
компромисс. Либо картинка красивше, либо циферка в углу экрана больше. Но когда речь заходит о таких моментах, фреймрейт вам не поможет. Ради него вы снизили дальность перерисовки, отключили пару эффектов, может скинули еще пару-тройку каких-нибудь параметров, и все, спокойные созерцательные моменты, которых в играх сейчас чуть ли не столько же, сколько и экшона, уже выглядят далеко не так впечатляюще. Что лучше, наблюдать закат при максимально возможном качестве графики и поражаться его красоте по пути, делая скриншоты, но при 30 кадрах, либо же иметь максимальную плавность, которая в данный момент ни на что не влияет, но этот закат уже не крышесносно красивый, а просто нормальный. Прочувствовать всю атмосферу этой сцены, когда при помощи трассировки лучей весь свет становится таким объемным и драматичным, но при 30 кадрах, или наблюдать Glorious 60 FPS, когда в машине с какого-то черта светится черный потолок из-за того, что обычная глобальная иллюминация не вывозит, а теней как будто нет вообще. Вот и я о том же. А экшон в сингле зачастую и так не настолько быстрый, чтобы требовать высокий фреймрейт. Я вот, к примеру, Doom гонял при 30 на геймпаде, ничего, вполне неплохо справлялся. И нет, сложность не самая низкая была. При всем вышесказанном я не претендую на истину в последней инстанции и не заставляю вас играть при 30 кадрах в секунду. Если вы не хотите, отлично, выбор ваш. Но я вещаю со своей колокольни. Больше всего я люблю одиночные сюжетные игры. The Last of Us, The Walking Dead, Horizon Zero Dawn, Bioshock и все в таком духе. Я из тех, кто из мультиплеера играет разве что в Fall Guys разок-другой в месяц, все остальные мои игры это чисто сингл, которым есть время насладиться, провести время в каких-то побочных активностях, если они есть, иногда просто остановиться и оценить, насколько игра красива. Ввиду компромисса или частота кадров или красивая картинка, частота кадров здесь только мешает, потому что именно красивая картинка создаст лучшую атмосферу, и именно красивая картинка начнет лучше всего сочетаться с визуальным стилем мира игры. Путем блокировки на 30 кадрах в секунду мы получаем более качественный свет и тени, большую детализацию и проработку самых мелких вещей, а с недавних пор трассировку лучей, которая при правильном применении может кардинально изменить внешний вид игры. Все это сыграет на атмосферу игры гораздо лучше, чем если это будет 60 или 120 кадров, но с плоским светом, плохими тенями и сниженной детализацией. Поэтому, когда я играю на компьютере, я всегда выставляю максимально возможное качество графики, при котором держатся стабильные 30 кадров в секунду. А если каким-то чудом даже на максималках частота кадров выше, я ищу способ заблокировать ее на 30, чтобы и движения объектов с размытием выглядели более естественно. Но моя основная платформа сейчас это PS4, причем базовая, которая и так чаще всего выдает только 30 кадров. Но иногда 60, как в тех же ремастерах трилогии Bioshock, и тут я начинаю немного грустить. Если мне все же повезет когда-нибудь где-нибудь достать PlayStation 5, то режим высокой частоты кадров там никогда включаться не будет, только качество изображения. Потому что в одиночной игре 30 кадров хватает для всего, благодаря правильному количеству размытия движение ощущается более натуральным, а максимальное качество графики позволяет увидеть мир игры во всей его красе, именно так, как его задумывали разработчики, оценить весь тот труд, что они вкладывали в создание этого мира на протяжении нескольких лет разработки, и это дает сильнее погрузиться в его атмосферу. Я считаю, в одиночных играх именно это самое главное.